Привет всем зрителям, подписчикам, донатерам, а остальным соболезную. Вот мы и добрались до разбора гемофагов. Они же вампиры, ведь если что-то выглядит как вампир, пахнет как вампир, ведет себя как вампир, это, и есть вампир. Новичков на канале, а вас в последнее время очень много, введу в курс дела. Как вы уже наверняка и сами слышали, в RimWorld в дополнение биотех добавили вампиров. И я в этом ролике буду разбирать их механики. Как что получить, как оно работает, основанное на 300 днях поселения вампиров. После этого будет ролик про детей, скорее всего в четверг утром. Планы на следующую неделю в конце ролика. И потом когда-нибудь я хочу объединить все раздельные гайды по биотеху в один большой, с некоторыми исправлениями и дополнениями. Выпустить такую режиссерскую версию. Что вы думаете об этом? Будет ли вам это интересно? Сегодня ролик не очень большой, однако я расскажу и как получить вампиров, и подскажу идеальный кровососный билд для редактора. Что ж, как получить вампиров? На самом деле невероятно просто. Вы или можете выбрать сценарий вампирский, или выбрать любой другой сценарий. И выбрать в редакторе персонажа расу вампир. Вот собственно и все. Мы стартуем с вампиров в колонии. Хорошо, колония уже есть, а мы хотим сделать больше вампиров. Как же это сделать? Если у нас уже есть вампиры, то можете их способностью привить вампирские гены другой пешке. Но будьте осторожны. У этой способности есть перезарядка. Если применить ее до того, как она откатится, то пешка-кровосос умрет. У нас нет вампиров в колонии, тогда сложнее. Но в целом это тоже решаемо. Ждем вампирского квеста. Я встречал два их вида. В одном к нам на собрание приходит потолковать 3-4 вампира. Они проводят свои дела. Если все будет хорошо, они дадут неплохую награду. Мне предлагали нейроформер. Правда, за их мертвяцкими задницами пришли охотники за вампирами. Всех положили и долго пинали их тела. Ведь кровосиси довольно живучие, а умирают они только при уничтожении мозга. Так вот, тела я отбил, охотникам навалял, и у меня по итогу было 3 тела почти дохлых вампиров. Они потихоньку отрегенерировали и ушли, а можно было украсть их вампирский ген и сделать свою пешку вампиром. Второй тип квеста. Если мы его принимаем, на нашу территорию падает транспорт с кровососом и его рабами. Убив рабов и нокнув вампира, также можно сделать свою пешку вампиром. Разберем способности кровосиси. А для этого заглянем в гены. И первое, что мы увидим, самое вкусное. Архогены. Они все есть у вампира. Что мощно. Что именно эти гены делают, я рассказал в прошлом ролике про генетику. Теперь чисто вампирским генам. Тут же буду давать свои комментарии, которые помогут создать вам свой ксенотип вампира в редакторе. Также после разбора генов накидаю свой вариант имба-вампира, ибо игровой далеко не имба и имеет минусы. Кровосос. Главный ген, делающий нашу пешку вампиром. Он нужен для всех остальных. Эффекты. Увеличивает запас гемогена, оно же кровь до 100. Вот это вот окошко. И тратит по 2 единицы в день. Раз без этого гена вампиризма не видать, вампирам он нужен. Вывод гемогена. Тратим аж 8 крови в день, но получаем 6 метаболизма. 6 метаболизма же супержирно. Вспоминаем прошлый ролик про ужасные навыки, дающие нам 20 метаболизма и 12 зависимостей. Ну что эти 6 метаболизма? А добавь серьезный. Без него вампиру крови нужно будет совсем немного, а этот ген увеличивает аж в 5 раз. Ну такое себе. Кровопийца. Дают возможность высасывать кровь из поверженных или плененных врагов и своих пешек по 20 единиц крови. Наши пешки будут не рады, что их куснули. На пленников пофигу, что они там думают. А нокнутые враги, как правило, и так имеют адский кровотек, и попить из них особо не получится. Однако у пленников теперь появилась новая настройка взаимодействия – кровопускание. Вампиры сами, когда надо, ходят и кусают пленника для утоления своей жажды, не убивая их. Это удобно. Однако, как ни странно, без этого гена вполне можно обойтись и сэкономить 1 метаболизма. Смотрим на вторую новую настройку. Извлекать гемоген. Пешка-медик за одну медицины, например траву, автоматически сливает кровь с пленника, когда это возможно. Соответственно, и запас крови будет копиться, и экономия метаболизма. Главный минус – трата медтравы. Благо ее вполне можно спокойно выращивать. Целебное касание. А это просто бомбезная билка. Обрабатывает все раны с качеством около 70, закрывает все кровотеки, позволяет быстро всех подлатать после боя. Стоит, правда, 20 крови, как и последующие способности вампира. Как с болезнями это работает, не знаю. Разрабы что-то снова упоролись с рассказчиком, и за 300 дней у меня не было ни единой болячки.
Хотя за соло-механитора у меня болезни были просто каждый сезон. Очень странно. Эта способность позволяет гарантированно и быстро захватывать нокнутых врагов, мгновенно прерывая их кровотек. И потом любая пешка может дотащить их до места пленения. В общем, пользуюсь этой обилкой часто. Горячо рекомендую. Мощный прыжок. Прыгаем на дистанцию 19 клеток. Стоит 2 метаболизма. Я бы назвал это блинк для бедных, потому что прыжок, в отличие от блинка, ощутимо кастуется. Рейндж не помню блинка, но там вроде больше. И вот каст прыжка самая большая проблема. Он, конечно, полезен, чтобы, например, накинуть копье безумия на босса и сразу упрыгать. Но задержка на каст делает эту способность не ультимативной. Врагов, выбегающих, догонять ей сложно, разве что милишниками-вампирами прыгать прямо на голову врагов и ваншотить их. А стандартные вампиры – хорошие бойцы ближнего боя. Но это скорее эффектно, а не эффективно. Костный шип. Кидаемся шипом на дистанцию в 3 клетки, которая наносит около 20 урона. Эта обилка тоже кастуется, тратит 20 крови, почти не пользовался этой фигней, только когда вампир оказывался в опасной ситуации 1 на 1. Стоит 1 метаболизм, ну такое. Смертосон. Возникает потребность в смертосне, дает 6 метаболизма. Раз примерно 30 дней нам надо почилить в специальном гробу несколько дней. И тут хоть дебаф серьезный, но в лейте он может превратить нас в имбу. Из-за того, что к гробу можно подключить специальные устройства, которые дают существенные бафы. Перечислю, какие же устройства есть. Также для этих устройств нужна новая технология смертосон. Стоит 1000, идет после электричества. Даже для племени изучить несложно будет. Ускоритель смертосна. Увеличивает скорость чила на 20%. Можно присоединить 2 штуки к гробу и суммарно получить буст 40%. Будем меньше чилить, однако эта штука кушает нормально так электричество. По 800 Вт. Будьте готовы к этому. Глюкозоидный насос. Самая сочная штука, на мой взгляд. Пешка после смертосна получает буст к скорости передвижения 12%. Максимум 4 штуки присоединяется. И получаем тогда 148% скорости передвижения, что делает нашу пешку супер реактивной. Для милишников-вампиров крайне полезно. Так и в быту это поможет. Но минус. На работу этого устройства нужны пакеты с кровью. Так что больше пленников, богу пленников. Психожидкостный насос. Дает баф 25 психовосприимчивости. 5% эффективности медитации в день, плюс 0,05 скорости снижения нейроперегрева. Кап в 4 штуки. Так что по сути мы получаем без всякого LTEX дикий, гарантированный баф псионикам. А вампиры еще и псионики хорошие. Я, например, сделал пешку вампира с пси-гармонайзером и чипом счастья. В руках шедевральный пси-посох и только при 2 пси-насосах уже дает пешкам вокруг буст 18 настроения. Что невероятно жирно. А можно же еще больше. Не говоря уж про очевидные бонусы для простых псиоников. Однако за работу этого устройства тоже придется платить кровью. Гемонасос увеличивает лимит крови у вампира на 25 за каждое устройство. Ограничения по капу нет. Ставим сколько угодно. Однако и смысла в этой штуке особо много не вижу. Ибо зачем? Опять же, это тратит кровь. Усилитель гемогена. Увеличивает прирост крови у вампира по 25% за каждую постройку. Без лимита это полезно, но не сверх. Ибо тоже тратит кровь на свою работу. Что ж, получается имба какая-то. Обмазываем вампира этими постройками и получаем сверхбыстрого адского псионика, одним глотком восполняющим всю кровь. Да как бы не так, ибо есть емкость смертосна. И изначально она равна лишь единице. То есть можно подключить только одно устройство. Как подключить больше? Для этого нужна сыворотка смертосна. Ее можно получить или с квестов, или купить. С одного квеста я получил аж 4 сыворотки. А у торговцев изредка есть одна штука. И стоит она, по 1000. Так что особо не разгуляться. Поэтому гемонасос и усилитель гемогена не выигрывают конкуренцию. Я смог найти только 10 штук за 300 дней. Поэтому 4 насоса на скорость, 4 на псионику, 2 ускорителя и все. Уже ничего не остается. Ну и как увеличить лимит? Просто нужно вампирам, тыкаем ПКМ на сыворотку, ввести сыворотку и получаем 1 лимита. Отмечу, что видимо нет максимального лимита емкости. Через режим разраба я докинул до 34 и можно дальше набирать. Но зачем? Смертосон на этом разобрали. Теперь смотрим, какие обычные гены есть у вампира в стандартном для них ксенотипе. Моментальное заживление ран. Отлично. Психическая чувствительность. Неплохо, но есть ген лучше. Быстрый бег. 0,2 единиц скорости, а вампир и так быстрый будет с насосами. Но тратим 3 эффективности.
Лучше бы без него было бы. Иммунитет к токсинам. Интересно для тех, кто живет в загрязнении, однако тратит аж 5 эффективности. В обычной ситуации плохой ген. Чувствительный ультрафиолет. 3 метаболизма за сладенький дебаф. Хорошо. Воспламеняемая кожа. Урон от огня 400%. Это пипец. Дает лишь 2 метаболизма. Пирофобия. Когда вампир увидит огонь, он с большой вероятностью начнет бесконтрольно от него убегать. Очень часто в бою подводят отвратительно, хоть и дают 4 метаболизма. Сильный ближний бой. 150% в ближнем бою. Вампиры не боятся смерти. Кто может быть милишником лучше? Отлично. Агрессия. А вот это уже плохо. Под сильным ближним боем можем так дружественным пешкам навалять. Редкий сон. Спим раз в пару дней. Классный ген. Симпатичность. Плюс 1 красоты, минус 1 метаболизма. Такое себе. Ночное зрение. Фигня полная. Хорош в ближнем бою. Даже если пешка изначально не дружит с ближним боем, делая ее вампиром, она все равно в него сможет. Отлично. Хорош в общении. Так себе, ибо этот навык нужен всего 1-2 пешкам на колонию. Просто жрет метаболизм. Хорош в умственном труде. То же самое, что и с общением. Нужно 1 пешке на всю колонию. Для всех вампиров это так себе. Какой бы я ксенотип вампиров сделал? Вот, собственно, на экране. Как сделать высшего вампира через гены? Это очень сильный милишник, топовый ремесленник, с бафом к обучению и работе, с бафом к настроению, без утечки крови. Короче, имба без минусов. Также можете приложить в комментах свой вариант. Еще отмечу, хоть вампиры и умирают только от смерти мозга, но если разобрать их на органы, то они валяются безвольной тушкой. Я так, например, пленил давным-давно вампира, разобрал на органы, а он все лежит да регенерирует. Правда, ему не требуется еда, и его я просто сканирую на гены периодически. Почему нет? Халявный источник генов, поэтому старайтесь захватывать всех вампиров, которые к вам упадут. И еще что я выяснил. Сколько бы я вампиров не сканировал, архогены не сканировались, только обычные. Значит, архогены можно взять только у торговцев. Впрочем, можно, конечно, сделать свой набор вампира с архогенами и в игре, просто уйдет на это дней 600 игровых. Спасибо огромное, что досмотрели до конца. Не забывайте поставить лайк и подписку. Особенно если вы почерпнули для себя что-то новое и любопытное из видоса. Нас же ждет еще много всего интересного в Римке. Хоть на последних выходных марафон вампирских стримов не задался из-за того, что у меня пропал голос, я планирую сделать новое поселение на этих выходных и отыгрывать уже принятие токсинов. Жить будем на полностью зараженной территории, воевать с жуками и так далее. Думаю, будет довольно интересно. Приходите все на стрим в пятницу в 18:00 по МСК. И также будем в будни и в выходные днем с 15:00. И пока я не устану. Напоминаю, что теперь работает Rim-Connect на Твиче. Вы сможете просто за просмотр стрима отправлять мне рейды, колонистов или животных с вашими именами. Или за небольшой донат назвать своим именем механоида или пешку. И потом, вполне вероятно, персонаж с вашим ником попадет в видос о таком токсичном отыгрыше. Как всегда, всем миску риса и легендарной кровати. На связи был TOSForce.